Сейчас заработок это вот в основном ТикТок. Я никогда не воспринимал это как что-то серьезное. Я не знаю, что будет завтра. То есть у меня очень часто меняются интересы, вот, но пока это приносит мне деньги, я буду этим заниматься. Резюмируя, чем все-таки пленил ТикТок? Стать знаменитым за 10 секунд. Да. Звучит фантастично. Я могу вообще рассказать историю, как это все началось, как я вообще придумал этот контент, как я придумал снимать это все. Так это же самое интересное. Ну, давай, что тут у нас? Не знаю, я не люблю какие-то работы, которые могут выполнять все. К этому просто не подготовился. Добрый вечер. Мы находимся в баре Сайдерелло. В том самом баре, где мы награждали победителя нашего первого выпуска. Сегодняшний наш гость прекрасно разбирается в таких диковинных понятиях, как YouTube, TikTok, Instagram. И не просто разбирается, а имеет с этого доход. И, как я понимаю, доход приличный. И сегодня мы с вами попробуем понять, как это возможно. Здравствуйте! Вы на канале «На чистоту». И нашего героя зовут Богдан Гришанов. Здравствуй, Богдан. Здравствуйте. Расскажи коротенько о себе. Чем ты занимаешься? Учишься или учился? Работаешь, может быть? Ну, мне вообще 19 лет. Вот, я студент второго курса Всероссийской академии внешней торговли. Работаю, нигде не работал особо. Сейчас заработок это вот в основном ТикТок. Как вообще пришло увлечение этим? Именно тем, что я занимаюсь, Да. или все, что снимать? Ну, вообще, это из далекого детства еще, мне было лет, наверное, 10. Вот, и, как и все, наверное, дети, мальчики, я хотел какого-то движа, чего-то такого. Вот, и параллельно тому, чем я сейчас занимаюсь, я катался еще на BMX, на настоящем, и на самокате. Вот, и увидел как-то в магазине маленькие вот эти скейтборды и сразу захотел купить, что это, типа, мне было очень интересно. Вот, и с этого момента, я думаю, это все и началось. Мне было, наверное, лет 10, да, я уже говорил. Вот, то есть я никогда не воспринимал это как что-то серьезное, это просто было как, ну, чем заняться, чем занять руки, типа, что-то, в общем, хобби, наверное. Ну, это было тогда. А сейчас все-таки это для тебя Сейчас? больше хобби или как? Или любовь на всю жизнь? Или это уже профессионально? Я честно не знаю, но мне кажется, что на данный момент это то, что приносит мне деньги. В общем, я не могу назвать это любовью на всю жизнь, просто потому что я не знаю, что будет завтра. То есть у меня очень часто меняются интересы, вот, но пока это приносит мне деньги, я буду этим заниматься. У меня такое правило и политика. То есть мне это и нравится, и приносит деньги, то есть вдвойне круто. Вот я слышал такое название людей, да, вот ютубер, это блогеры, да, одним словом, блогеры и тиктокеры, вот я слышал. Кто такие тиктокеры? Потому что тикток вроде молодая сеть. ТикТок, да, это на самом деле очень молодая сеть, она вот только сейчас набирает обороты, и, кстати, она сейчас самая популярная соцсеть, в принципе. Вот, и я думаю, что тиктокер это, в принципе, человек, который снимает короткие видео, секунд на 15, наверное, вот, и непосредственно выкладывает их на свой профиль. То есть это как-то своего рода блогер, просто который позиционирует себя именно в ТикТоке. А почему не YouTube? Ну, вообще у меня есть свой канал на Ютубе, вот, и я его сейчас буду развивать. Несколько месяцев назад выложил первый видос туда, вот, он набрал 1,5 миллиона просмотров в Ютубе. Вот. Ну вот резюмируя, чем все-таки пленил ТикТок? ТикТок пленил, в первую очередь, это бешеные охваты. То есть там, если видос набирает просмотры, если он стреляет, попадает в рекомендации, там сразу больше 1 100%. Вот. И из-за этого, там, в общем, ТикТок дает шанс всем, по моему мнению, потому что там может любой выложить любой видос, который он захочет, и он, возможно, стрельнет.
То есть главное снять что-то интересное, и ты по-любому пойдешь в рекомендации, будешь популярным. То есть, ну, если будешь продолжать это снимать. То есть я правильно понимаю, что вот существенная разница между Ютубом и ТикТоком, то, что ТикТок дает шанс, равный шанс для всех? Вообще, я думаю, что шанс дает, в принципе, любая соцсеть, но в ТикТоке это сделать в разы легче, чем в том же Ютубе, либо в том же Инстаграме. Это сделать реально в разы легче, и любой человек может хайпануть хотя бы на одном видео, это 100%. Хорошо. Как ты думаешь, ТикТок в твоей жизни надолго, на всю жизнь? Я даже не знаю, просто потому что я знаю, что блогеры могут потерять все в один момент. Это я слышал, по крайней мере, от многих. Вот. Но я думаю, что пока что все идет как надо. И если не сходить с пути, то, в принципе, это может сыграть и в долгую. То есть, не знаю, пока что я думаю, что это надолго у меня. Расскажи про свои ролики. Про свои ролики. То есть, что я снимаю конкретно? Или... Ну вот, например, твои ролики в ТикТок. Это что? Ну, это своеобразные... Во-первых, это качественная съемка, на которой я убиваю бешеное время, очень много времени реально. Вот, кстати, вопрос. По сути дела, ты знаменит, ну, скажем так, за 15 секунд ты стал знаменитым. Ну, средняя длина. Даже меньше, я думаю, даже меньше. Тем более, стать знаменитым за 10 секунд. Да. Звучит фантастично. Сколько ты реально тратишь времени для того, чтобы сделать 10-секундный ролик? Я могу сказать не 10 секунд, хотя бы 15 секунд. То есть, чтобы у меня 15. просто средний ролик 15 секунд. Трачу часа 3-4 вот, на один ролик. Это вместе с монтажом или просто постановка трюка? Раньше, когда я только начинал монтировать так, как я сейчас монтирую, и снимать так, как я сейчас снимаю, у меня уходило часов 5-6 на один видос. Вот. Сейчас это из-за того, что я приноровился это все делать, сейчас, конечно, уходит поменьше времени, часа 3 в основном, 3-4. То есть это съемка плюс монтаж. Вот. Трюки сам ставишь? Да. Трудно. Ну, так как я этим занимаюсь довольно давно, мне не особо. Больше интересно, знаешь, вот не выполнение трюка, а придумывание зрелищности какой-нибудь. Вот с этим как? Я даже не знаю, как у меня это получается. Это я над этим особо не работаю. То есть это у меня как-то приходит само в голову. То есть я не пишу никакие сценарии, ничего. Я просто такой, так, мне нужно снять видео. Я встаю, беру, что мне нужно, и начинаю просто фигачить, там за секунду что-то придумываю, сразу снял. Ну как сразу, там это все нужно минут, не знаю сколько, короче, очень долго это нужно снимать, но в основном получается очень круто. То есть с первого раза я придумал что-то и заснял это. Вернемся к трюкам. Вот есть у спортсменов иногда знаменитые их трюки. У тебя есть фирменный трюк Богдана Гришанова? Честно, в таком спорте, как скейтбординг, как там, самокатинг, как это правильно называть, вот, особо своих трюков нет. Вот, только у самых топовых райдеров, кто прям, ну, реально этим живет и кто реально придумывает что-то супер сложное, что только они могут выполнить. Я же делаю все привычно, то есть у меня в основном все трюки это, ну, базовые трюки, которые просто круто выглядят на камере. Вот, чем я цепляю, наверное, людей. Если ты говоришь об этом как о спорте, у спорта есть снаряжение. Да. Как со снаряжением? Где ты его берешь? Хороший очень вопрос. Вообще, вся вот эта идея снимать этот контент, особенно с вот этими кроссовками, со штанами, то есть все как у реальных людей, мне пришла очень, ну как, я до нее додумался сам, просто потому что я могу вообще рассказать историю, как это все началось, как я вообще придумал этот контент, как я придумал снимать это все. Так это же самое интересное. Вот. Слушай, короче, это было в прошлом году в ноябре, то есть практически год, как я снимаю это все на камеру. Подожди, перебью. То есть получается, что ты знаменит стал за год? Нет, я знаменит стал с того момента, когда я начал аккаунт в ТикТоке. До этого я позиционировался только в Инстаграме. А в ТикТоке ты сколько? В ТикТоке я помню, видос первый выложил 12 мая. То есть это меньше, чем год? 5 месяцев, получается. 5 месяцев? Упорной тренировки,
И, как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества. И, пожалуйста, человек знаменит. Причем я хочу отметить, что большая часть подписчиков Богдана – это зарубежные подписчики. Это не ру-зона интернета. Это именно американцы, как я понимаю, да, есть европейцы, но в основном это Америка, да? То есть это действительно круто сделать контент, который за 5 месяцев покорит другой континент. Причем континент, как я понимаю, законодатель мод в этом вот движении или как? Не знаю даже. Континент или что ты имеешь в виду? Ну, Америка, я имею в виду. Я не знаю, может быть, просто я изначально планировал так, что моя основная аудитория будет американцы, просто потому что, когда я начинал в Инстаграме это все делать движуху, короче, я как только выложил первый видос в Инстаграм, у меня сразу он тоже завирусился. Вот, но Инстаграм дает не такие большие охваты, как ТикТок. И поэтому в Инстаграме я вот, когда начал снимать, у меня было там 2500 подписчиков. Вот, и получается, я активно вел Инстаграм, наверное, до марта, вот, может быть, до апреля. Вот, как раз таки перед тем, как я начал выкладывать видео свои тоже в ТикТок. В Инстаграме у меня набралось за вот этот промежуток времени где-то подписчиков, наверное, тысяч, наверное, 30. Вот, то есть не особо много, то есть, но я не покупал ни одной рекламы, я ничего не делал, то есть это все своя аудитория, которая пришла сама, то есть из-за того, что нравится контент. Давай все-таки вернемся немножко назад, давай на чистоту. Как ты вообще вот эту всю тему придумал? В общем, с чего все началось? В ноябре у меня был челлендж. Я вставал в 5 утра каждый день на протяжении всего месяца. Это была штука, чтобы как-то развить себя, то есть сделать себе новый режим дня и, в принципе, начать развиваться как-то умственно. И как-то один раз я встал в 5 утра, вот, и в этот день у меня был зачет по линейной алгебре вроде как в универе. Вот, и я встал в 5 утра, мне было нечего делать, всю рутину утреннюю я выполнил, которую я должен был там читать книжку, мечтать, там что-то еще, короче, ну, там специфическая фигня, можете узнать, если заинтересуетесь. Вот, и мне было нечего делать, и у меня, короче, был ящик со старыми игрушками, которые, типа, я не разбирал очень давно, вот, и на тот момент вот этой штукой, которой я сейчас занимаюсь, фингербординг, это все я забил на несколько лет, то есть я перестал, наверное, этим заниматься активно в году только 15-м. Вот, и я встал в 5 утра в этот день и увидел, что у меня не разобран какой-то ящик с игрушками. Я такой, окей, надо разобрать. Начал искать, точнее разбирать, и нашел, короче, самокат маленький вот этот, который у меня еще с детства был. И я что-то заигрался в него так, что-то тыры-пыры, и понял, что надо снять видос. Просто от балды. Я не думал, что на этом можно как-то хайпануть, что-то на этом сделать. Просто я поставил камеру, сделал пару трюков, ехал в универ, смонтировал этот видос и вечером выложил. Вот, если честно, мне было очень стыдно это выкладывать первый раз, потому что я думал, что меня вообще никто не поймет, и меня вообще там отправят далеко куда подальше и отпишутся вообще от меня. Вот, я настолько волновался, что я просто нажал на кнопку типа выложить, поставил на авиарежим и лег спать. Мне реально было стрёмно. Вот, на утро я просыпаюсь, захожу в Инстаграм, там куча просмотров. Вот, на тот момент, я не помню, у меня было 2500 подписчиков, и у меня просмотров было, наверное, 5005, наверное, на тот момент. И я сразу понял, что эта штука завирусилась. Вот, и там ни одного было хейта. Все были положительные комментарии, все офигели, что так вообще возможно. Вот, и с этого момента я понял, что эта тема очень хайповая, вирусная, и нужно ее только развивать. И вот, получается, с ноября по май я развивал Инстаграм, а с мая начал развивать ТикТок. То есть у меня ТикТок вот в этот период стал основным как бы местом, куда я выгружаю контент. Все-таки, насколько трудно выполнять эти трюки? Честно, я не знаю, потому что я этим занимаюсь довольно давно, но, конечно, когда я начинал, когда я был совсем ребенком, мне было очень трудно это все делать, просто потому что с первого раза ничего никогда не получается, и именно в этом деле, в фингербординге, нужно упорный труд, просто потому что нужно хотя бы научиться базу. База учится очень-очень сложно, и в основном много людей, которые этим начинают заниматься, они быстро забивают, потому что у них пропадает мотивация, что у них ничего не получается, и они думают, что это вообще нереально.
Вот. Поначалу было, да, трудно, но я был с другом, у меня был друг, он до сих пор мой друг, вот, его зовут Федя, если что. Привет, Федя. Вот. И мы с ним вдвоем гоняли в фингерборд школу, такая была школа раньше, да и сейчас, наверное, есть, я уже не знаю. Вот. И там мы каждые выходные стабильно учились, вставали на ноги, можно так сказать. И вот, наверное, благодаря этому я более-менее поднял скилл в этом. И когда я начал уже непосредственно снимать контент, мне было не особо сложно. Но когда я все-таки начал развивать не только ловкость, да, а внешний вид, когда я нашел кроссовки, когда я нашел штаны, конечно, это супер все сложно, потому что эти кроссовки, они сделаны из пластика. Вот, они на 3D принтере напечатаны, короче. Даже так? Да, это как бы вообще брелки. Это изначально были сделаны как брелки, вот, я их начал модифицировать как средство, которое можно снимать. Вот, и да, когда я начал делать это все в этих ботинках, это супер все сложно. И это реально в разы сложнее, чем просто на голых пальцах это все делать. Вот, но вроде как научился, приноровился, вроде как не особо теперь это и сложно. Ты тренируешься просто, чтобы не потерять сноровку, без съемок? Очень редко в основном. Я этим занимаюсь только тогда, когда мне нужно что-то снять. Я прям не стою и не это все не фигачу, потому что у меня других дел тоже хватает. Понятно. Есть какие-то соревнования по фингерборду? Да. Вообще, эта вся штука очень узкоспециализированная, то есть она не пользуется особой популярностью, наверное. Вот. Пользовалась, наверное, у нее был пик популярности, вот у фингербординга конкретно, году так в 12-м. Вот. Сейчас это все потихоньку начало угасать, не знаю, может быть это в России только так, потому что это все, родина, короче, фингербординга, это Берлин, насколько я знаю, то есть это Германия. Вот, и там, скорее всего, у них все так и осталось. Вот, в России немножко это все подупало, вот, но раньше, когда вот мы начинали с другом кататься, вот, конечно, были соревнования, я даже участвовал, даже выигрывал что-то, то есть это был, наверное, мне было лет, наверное, 13, вот, я помню, занял на контесте 3-е место, контест это называется соревнование, вот, занял 3-е место, и я был очень рад, серьезно, вот, и, наверное, я участвовал в соревнованиях всего несколько раз, вот, и выигрывал вроде. Я уже не помню, что это было очень давно, вот, но я что-то выиграл, да, у меня был довольно хороший скилл уже тогда. А есть какой-то чарт или топ-рейтинг какого-то фингербордеров? Слушай, я даже не знаю, вот я еще с детства помню чувака, зовут Майк Шнайдер, вот, тоже из Германии, насколько я знаю. Вот, у него свой магазин сейчас, свой бренд даже этих фингербордов, всяких фигур и этого всего. Я чекнул в интернете перед интервью. Вроде как сейчас он считается самым лучшим, вот, но не знаю, то есть это может быть старая инфа, может вообще, я, короче, не знаю. То есть особо такого рейтинга прям нету, чтобы кто-то был лучшим. Мы так много говорим об этом снаряжении. Можешь показать, вот у тебя есть с собой, что это такое вообще, о чем мы говорим? Специально для интервью скейт, пару ботинок, штаны и самокат непосредственно, который принес мне весь хайп, наверное. Можно, да? Конечно. Ты посмотри, что делается, а? Вот по сути дела, я же правильно понимаю, да? Да. Именно так это и работает. Эти штаны мне бабушка сшила, потому что их нигде не было, я не знал, где найти их. То есть, по сути дела, я сейчас даже могу попробовать показать твои первые шаги, да, к популярности, да, к успеху. Это примерно было вот так, да, насколько я понимаю. Но у меня не очень получается. Если ну-ка попробую. Да, это очень сложно. Нет, я не могу передать даже, как это сложно, потому что я не понимаю, как этим управлять. То есть пальцами-то, обычными там, да, ладно, но вот в этих ботиночках это, конечно, Да, скейт еще туда-сюда, вот если так посмотреть. В общем, времени, да, уйма уходит на это все. Я понимаю, что я неправильно делаю. Вот у меня сейчас куча хейтеров будет с твоих вот этих вот подписчиков, которые будут смотреть. Ну, да, это... Да. Нет, это что-то с чем-то. Ну, сами вещи просто
Это, если что, кроссовки, это уменьшенная копия настоящих кроссовок, хайповых, не хайповых, которые, типа, дорого стоят и, в принципе... Ты следишь за трендом вот в моде? Это как-то отражается вот на вот этом? Как раз таки вот эта вот вся штука, кроссовки, я думаю, что это основной источник хайпа. То есть трюки со скейтами может делать любой, потому что это, ну, этим занимаюсь не я один. Именно просто катаюсь на фингерборде, да? Ну, слушай, давай не любой, потому что я вот честно скажу, вот я точно это мимо. Для меня это сложно. Ты вообще понимаешь, что ты сейчас развил миф вообще? Наверное. Индустрия, вливание денег, нужны инвестиции и что? Нужен кусочек джинсы, бабушка, 2 брелка, хорошо, дорогой самокат. Но вот эти штуки, они очень сейчас раритетные, их перестали выпускать еще миллион лет назад, не знаю, лет 5. Ну, вот это выпускают? Конечно, это да. Ну, давай вот это оставим пока. Да. И все. Я сейчас смотрю на все вот это, честно, у меня есть детский азарт. Да, вот мне хочется это все пробовать, крутить, вертеть и так далее, я понимаю, но еще другая мысль пришла. Вот благодаря бабушкиным штанам, ну, шитым бабушкой, как ты говоришь? Ну, короче, да, я самый популярный в мире человек, который снимает именно такой контент. И, в принципе, единственный, наверное. Ну, не единственный, есть, наверное, парочку еще людей, которые снимают подобные штуки. Но на самокате я единственный в мире, который снимает. Это круто. Так что, молодые зрители, цените бабушкины штаны, между прочим. Это билет, знаете ли, к успеху. А твоя бабушка не хочет выпустить свою линию одежды, вот, штаны от бабушки для фингерборда? В теории, если этим заняться серьезно, то, конечно, это вполне реально. Вот, но учитывая то, что моя бабушка живет в Рязанской области, вот, и у нее помимо всего прочего огород, короче, у нее дофига дел, и мне кажется, ей хватает того, что у нее сейчас. Повторюсь, вот за вот это от меня личный просто вот огромное уважение бабушке за вклад вообще в будущее внука. И все-таки, давай попробуем здесь вот сейчас сделать какой-нибудь трюк, чтобы зрители поняли, что это все-таки реально, а не спецэффекты какие-нибудь там голливудские. Как это вообще выглядит, хоть покажи. Ух ты. Честно, получается не с первого раза всегда, но ничего, типа, эта штука требует очень много времени, но фидбэк у нее хороший. Такие вот Посмотри краи. вообще, это же просто какая-то молния вообще на самом деле. Теперь я понимаю, почему используют именно замедленную вот эту всю съемку, Да. и все фишки, чтобы это хотя бы рассмотреть всю эту красоту. Это же круто, а в этих... В кроссах? Да. Ну, давай попробуем, давай сделаем вообще реалистично все. Значит, это все так выглядит, чел такой реалистичный. Ну, кстати, да, выглядит на самом деле Вот, по-живому. если еще это снимать, я как с телефона снимаю вот так вот снизу, то это вообще выглядит супер круто. Да, попробуем. Ну, я же говорю. Ну вот, Видишь? да, но... Нет, это кажется на видео просто, но я вижу, как это не просто на самом Да, деле. это кучу дублей и куча нервов потраченных, много пота, да, пот бывает тоже. Scared when I take that bitch off. Stay on S cause you making shit hot. Stay on knock his head back like he taking a shot. Run me your shit, I need all that you got. Then I'm leaving your body to rock when we come to your spot. Kick those, we in that bitch. Oh, you think you got shot? Hey, with the phone, them spin that bitch. We post up on your block. No cap. Won't smoke, nigga, send that shit. It. You can play with my name if you wanna. Все, не могу сделать. Я думаю, сейчас получится упорство и еще раз упорство, и у нас получилось. Это правда круто. Да. Могу на самокате что-нибудь сделать. На самокате круто выглядит очень. Давай попробуем. Я не Здесь представляю. я двурукий, короче, я очень странный, по сути, человек, потому что левой рукой я катаюсь на скейте, правой рукой на самокате. Не знаю, так как-то у меня с детства. А чем ты в детстве еще занимался? Ой, я очень долго занимался плаванием, лет 5, наверное, вот. Играл на пианино 5 лет, потом перевелся на ударные, на барабаны, закончил музыкальную школу на красный диплом по барабанам. Вот. Что еще? Было много всяких
кружков, я не знаю. Короче, я очень много времени в своем детстве посвятил музыке и самокату настоящему. Я очень долго катался на этих всех штуках. То есть я не только вот этим занимаюсь, да, я еще параллельно катаюсь на реальном трюковом самокате и чуть-чуть умею кататься на реальном скейте и на BMX, ну, на велике трюковом. Вот, то есть все детство у меня просто я провел именно вот за занятием реальным спортом таким вот. I represent the H at the bottom of the map. And I was born and raised in the bottom of the trap. The number one rule is you gotta stay strapped. Cause any given minute you can take that long nap. А как ты думаешь, вот занятие пианино, именно моторика, помогает в этом? Или... Я не знаю, мне кажется, что в моем случае это не сыграло особой роли. Но я не знаю, как у других, может, другим поможет. Давай попробуем все-таки самокат. Давай, что тут у нас? Тут у нас все иначе. Здесь как бы ты можешь хоть 3000 раз крутить вот так вот доску, да, но это нужно сделать все реалистично, как в реальной жизни, поэтому здесь тоже требуется скилл. Да? Разные трюки тут можно делать тоже. Тоже это не всегда получается. Мне кажется, только что пришла в голову идея, как сделать мне популярность. Мне можно взять вот такие штуки и просто, чтобы зрители просто улыбались и смеялись над тем, как мне не получается это делать. И это будет просто, мне кажется, второй фееричный канал ТикТока, да, как надо, да, и как не надо. По сути дела, передо мной лежит реально спортивный снаряд, который освоить нужно время. Мало того, что время, надо еще быть, извините меня, упертым, чтобы этот снаряд освоить, вот реально освоить. И плюс еще придумать, да, и, блин, я... Да, на самом деле за этим стоит очень большая работа. Могу Очень большая вот работа. такое лично от меня, прям твоей бабушке просто вот огромное спасибо за вот это. Вообще Она просто будет очень рада, она посмотрит это интервью. Это круто на самом деле, просто сделать... Я серьезно говорю, ты сейчас просто на самом деле, по-моему, вот на мой взгляд, ты сейчас просто вот многие мифы взял и разрушил, просто растер в труху. Может быть. Я сейчас скажу свое личное мнение, вот как я думаю, как я это вижу. Вот я сейчас держу в руках, да, вот часть твоей, ну, знаменитости, часть твоего атрибута, часть твоего славы, да, то, что помогает тебе там набирать миллионы просмотров, подписчиков. Да. И я держу не просто вот вещь, да, на самом деле держу не просто вещь, да, там, а какую-то прям крутую вещь, но она простая вещь. Это всего лишь джинсовая тряпочка, которую бабушка сшила в виде джинс, да, вот, и она просто помогает тебе. Не надо, ну, по сути дела, я не знаю, мне какой-то рецепт твоей популярности выходит очень простой, это фантазия, желание, упорство. Креативность, я думаю, да. Все, больше по сути нету ничего. Да. Может, талант, я не знаю, я не считаю. Ну, я не люблю говорить о себе хорошо, вот, но в какой-то степени я думаю, что это талант какой-то. А что больше вот кайф ловишь, вот от процесса или от популярности? Вообще я ловлю кайф непосредственно от монтажа моих видосов, потому что я обожаю монтировать. И я думаю, что за счет как раз таки монтажа и правильной съемки это все выстреливает, потому что это можно сделать и по-другому, то есть это можно снять криво, это можно смонтировать плохо, и, конечно, это ничего не наберет. Вопрос такой сразу возникает у всех, да, в современном мире без рекламы никуда, да, спонсоров тоже никуда, все равно как бы это атрибуты славы, популярности. Левайсы не предлагали выкупить модель? Нет, пока что нет. А кроссовки, то есть есть какой-то? Вообще, вот эта вся штука, это же уменьшенная копия оригинальных Nike. И те, кто продает такие кроссовки, это нелегальный бизнес. Потому что это чистая копия уменьшенных кроссовок, и это как, знаешь, типа авторские права. Готов к Nike? Вот так вот придут и скажут Nike. Продвигай наши новые. Вот тебе уменьшенная копия новых кроссовок. Продвигай, готов? Конечно. А есть такое вообще, в принципе, практикуется? Не буду говорить, но намечается одна коллаборация очень хорошая. Пока что это все, чтобы не сглазить, я лучше не буду говорить. Увидим в роликах. Точно увидим. Надеюсь, увидим. Скажи вот так, на чистоту, без цифр, без всего. Овчинка вывелки стоит? Хороший доход прям? Мне хватает, достаточно, я бы сказал. А что в твоем понимании достаточно? Вот, не в плане вот суммы, а на что достаточно?
Ну, пока что я один не живу, да, я второкурсник всего лишь. Вот. И пока одному жить, я думаю, что это рановато. Основное мое, наверное, основные траты это, наверное, на еду и на какие-нибудь шмотки, да. То есть в последнее время у меня стало больше денег, ну, чуть-чуть больше денег. Вот. И я начал покупать, ну, какие-то более дорогие вещи. Вот. И, в принципе, не знаю, вот только на это я думаю. То есть, ну, я не прям такой транжира, я очень не люблю просто так, типа, вестить деньги туда-суда, вот так вот раскидываться ими, чтобы потом сидеть без них. Я люблю откладывать их, вот, и если что-то реально нужно, то вот купить что-то. Поэтому мне хватает. Как изменилась твоя жизнь, когда появился, ну, ты перешел границу 1 миллион подписчиков? Jump, big drip, light stick from a big brick. Fendi on my collar, I'm a real rich prick. Feel like some extra piece, shake 'em off my dick. Too much sauce, bro, my heel. Caution, you might need emergency kit. Coffin, anything I fought with real. Feeling like a tongue, cause I'm living like a lick. $1,000 shoes, same color, pick a rich. Yoshi, I'm Modo, numbers like Sudoku. Run around the city in a... Если бы я снимал себя как личность, как лицо, то кардинально бы изменилось, просто потому что меня бы просто узнавали на улицах очень часто. Вот. А так как меня в основном никто не знает как человека, то я думаю, что изменилось только то, что я начал больше денег зарабатывать просто и все. То есть стало стоить больше рекламы. На твой взгляд, сколько нужно подписчиков, чтобы реально стать вот знаменитым прямо? Не знаю, мне кажется, в моем случае у меня сейчас 2,8 миллиона. Вот. Мне кажется, что уже можно считать себя знаменитым на такой цифре. Я думаю, что от миллиона уже ты знаменитый. А ты хотел бы быть вот, ну, вот как селебритис в таком Честно, медиапространстве? Мне кажется, что в какой-то степени каждый человек этого хочет, мне кажется. Вот. Конечно, я не исключение, я бы хотел быть таким. Все впереди, я думаю, посмотрим. Как твои родственники, да, вот семья, как относится к этому увлечению? Слушай, ну вообще все знают, что я этим занимаюсь, все знают мой успех в этом. Вот. Как относятся, конечно, естественно, положительно, потому что они знают, что я на этом зарабатываю деньги. Это, ну, не есть, ну, в общем, это не есть плохо. Вот. На меня подписана бабушка в ТикТоке. Она ради меня как раз таки и завела этот, наверное, ТикТок. Вот. Мама меня смотрит. Комментируют? Не знаю, я не могу это посмотреть, там слишком много комментариев. Может быть, да, скорее всего, да. Что посоветуешь начинающим? Тем, кто посмотрел, воодушевился и решил заняться тем? Тут тонкий момент. Начать именно это делать или снимать контент, посвященный этой теме? Давай и то, и то. Наверное, посоветовал бы тем, кто начинает заниматься этой штукой, не сдаваться, потому что сначала это пипец как трудно. Это очень трудно, и как раз таки, как я уже говорил ранее, многие люди сдаются. Там 2 дня поиграв с этой штукой, они ее забрасывают, понимают, что это Unreal сделать, и вообще не получится у них никогда. Вот. Не сдавайтесь, и рано или поздно вы получите то, что вы желаете. Вот. А людям, те, кто собирается снимать контент, я посоветую быть оригинальными. Потому что в ТикТоке любят оригинальность. Никто не любит тех, кто повторяет за другими, никто не любит тех, кто снимает что-то посредственное. Вот. В ТикТоке стреляет, вот опять же, оригинальность. То есть ты должен делать то, что не делают другие. Тогда ты станешь популярным в любом случае. Потому что ты индивидуум, за тобой интересно наблюдать, потому что тебе нет конкурентов. То есть у тебя получилось, потому что ты оригинален, упорен и настойчив? Я думаю, что да. У тебя есть мечта? Да. Да. Поделишься? Да. Я хочу сделать так, чтобы мои родители больше не работали. Никогда. Достойная мечта. Вот как у блогера. Смартфон всегда с тобой? Ну,
да, в принципе, я думаю, что в наше время не только у блогеров, они всегда с собой, а в принципе, обычных людей, потому что без них сейчас, ну, практически невозможно. А день хотя бы вот вообще без смартфона прожить можешь? Да хоть неделю. Просто дело в активе, дело в том, чтобы не забивать на контент. Если будешь переставать делать контент, ну, это не есть не хорошо, не есть плохо, вот, но лучше, конечно, не делать паузы и продолжать снимать. Поэтому я думаю, что провел бы хоть неделю спокойно, потому что от этого реально устаешь, от телефона. Совет от профессионала. Какая частота роликов самая вот оптимальная? Смотря где, в Ютубе, в Инстаграме или в ТикТоке. Давай про ТикТок. ТикТок. 15 секунд оптимальный вариант. Ну, это длина. Вот через какое время ты публикация? Частота публикаций. Тут, опять же, зависит от контента, который делаешь. Если ты снимаешь себя, свое лицо, что-то там говоришь о чем-то, то, конечно, снимать нужно каждый день, снимать нужно очень часто. Если ты затрачиваешь на ролик, вот как я, например, часов 5 на один, то где-то раз в 3 дня, раз в 4 дня, то есть 2 раза в неделю это стабильно. То есть не чаще, потому что ты будешь надоедать людям, они будут постоянно видеть тебя, и актив будет снижаться, я думаю. То есть нужно давать людям немножечко подождать, чтобы они с интересом смотрели твое новое видео. Вот так вот. То есть, по сути дела, как соль, да? Не переборщить. Да. В моем случае, да. В других случаях, те, кто снимает лицо, себя, там нужно снимать нон-стоп. Перейдем к нашей традиционной рубрике, которая знакома всем нашим гостям. Блиц-опрос. Короткие вопросы и быстрые ответы. Без особых измышлений. Твое любимое слово? Мне кажется, пальма. Очень люблю тропики и вот эту всю движуху. Твой нелюбимый звук? Звук будильника, наверное. У тебя есть кумир? Нет, я считаю, что кумиров не должно быть в принципе, потому что ты не должен равняться ни на кого, ты должен идти своим путем. И если смотреть на кого-то, то только с точки зрения дать совет. Взять совет какой-то. То есть не быть похожим на кого-то, это я считаю, что это очень глупо. Потому что ты живешь в этом мире не ради кого-то, а ради себя, и ты должен быть оригинальным. Вот. Что бы ты взял с собой на необитаемый остров? Если говорить про конкретно сейчас, чем я сейчас занимаюсь, что я сейчас делаю, то, конечно, вот эту всю движуху, которую я снимаю, с помощью которой я снимаю свой контент, естественно, это телефон, либо камера. Вот, и Wi-Fi роутер, если это возможно. Ну и, естественно, там какие-то... В общем, что-нибудь еще. Понятно. Кем бы ты точно никогда не работал? Наверное, в офисе. Наверное, каким-нибудь посредственным работником. Не знаю, я не люблю какие-то работы, которые могут выполнять все. Да, то есть работа, где тебе легко найдут замену. Мне кажется, это самое, не то что плохое, но я бы этим не стал заниматься. Понятно. На твой взгляд, что легче, быть умным или добрым? Быть легче. Я думаю, что, конечно, быть добрым легче, потому что умные не все люди. А добрые могут быть все, я думаю. Каверзный вопрос. Твое любимое ругательство? Ругательство. Я думаю, что Машу Вать — это как вашу мать, только немножко переделанная. Какой вопрос ты бы хотел, чтобы тебе задали, но его никогда не задают? Вау. Даже не знаю. Сколько у тебя подписчиков? Это задают, конечно, но не знаю. К этому просто не подготовился. Тогда я задам. Больше подходит. Скажи, пожалуйста, ты сейчас счастлив? Да, могу сказать, что да. Сейчас именно да. И традиционный финал нашего интервью. Рекомендация от Богдана Гришанова нашим подписчикам. Это может быть все, что угодно. Все, что тебя зацепило. Книга, фильм, место. Что бы ты порекомендовал нашим подписчикам? Давай книжку, ладно. Книжку я посоветовал «Монах, который продал свой Феррари». Слышал что-нибудь об этом?
слышал. Личностном росте, а вот этой всей движухе. Я ее читал как раз в период, когда я вставал в 5 утра, она мне очень помогла, не знаю, я там столько фишек новых для себя открыл, вот, и я советую всем ее прочитать, это очень крутая книжка. Вот, насчет города, какой бы я город порекомендовал, наверное, Дубай. Вот, был там несколько раз, и могу сказать, что это один из моих любимых городов, в которых я бывал когда-либо. Вот, не знаю, там настолько все, не то что идеально, там настолько это все отличается от того, что есть в России, то есть там уровень жизни абсолютно другой, и от этого просто кайфуешь, наверное, когда видишь это все. Не знаю, у меня такое мнение. Спасибо. Это твое мнение, это главное. Вот такое необычное, даже трюковое интервью на сегодня получилось. В замечательном месте бар Сидерелло. А вы, уважаемые подписчики, обязательно комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить свежие выпуски. И до встречи в новых выпусках. Пока!